Смотрите на этого небесного красавца. Он сияет сапфировым или изумрудным цветом. Он умеет принимать сложные решения, строить отношения и даже вести сельское хозяйство. А если его разрезать на 10 частей, из каждой, словно по волшебству, вырастет новая полноценная жизнь. И при этом все это одна единственная клетка, целый космос в микромире. Приветствую вас на канале Под микроскопом, с вами Виктор, и сегодня мы знакомимся с инфузорией, которая бросает вызов нашим представлениям о простом и сложном, с величественным трубачом или стентором. Прежде чем поражаться его способностям, давайте разберемся, кто он такой с точки зрения науки. Инфузория трубач – это род простейших из класса ресничных инфузорий. Если заглянуть в его научную классификацию, то картина выглядит так. Он принадлежит к эукариотам, кладе Diaphoretix, надтипу альвеолят, типу инфузории. Более конкретно подтип Posteliodesmatophora, класс разноресничной инфузории Гетеротрихея. Отряд Гетеротрихида, семейство стенториды и, наконец, род стентор. Название, данное еще в XIX веке, происходит от потрясающего внешнего вида, напоминающего музыкальный инструмент, трубу или горн. И вот что поразительно. Обычно, чтобы рассмотреть простейших, нам нужен мощный микроскоп, погружение в мир точек и палочек. Но не сегодня. Трубачи – это титаны, левиафаны и слоны микромира одноклеточных. Они могут вымахать аж до 1-2 мм, а в расправленном состоянии некоторые виды достигают и 3-4 мм. Представьте целый живой организм со своим характером и стратегиями, которого можно разглядеть невооруженным глазом, как мелкую, но заметную цветную песчинку. Они космополиты микромира, широко распространенные в пресных водах, лужах, прудах, аквариумах. А некоторые виды встречаются даже в морях. Их форма, она почти всегда совершенна. Изящный раструб, похожий на граммофонную трубу, цветок колокольчика или воронку акустической системы. Все тело этого воронкообразного существа покрыто мелкими ресничками, но настоящий шедевр – его передний конец. Там расположена спиральная зона около ротовых мембранел. Это уплощенные группы сросших ресничек, которые окружают ротовую впадину. Они работают как безумно сложный оркестр, совершая мощные метахронные грибки. И это создает непрерывный и направленный вихревой поток воды, несущий прямо к рту, а он расположен на дне воронки. Целые облака бактерий, одноклеточных водорослей и органической неоднородной смеси. Это не просто воронка, а высокоточная гидродинамическая станция, живой и невероятно эффективный насос. А что внутри этой единственной клетки? Это целый город государств. Здесь есть крупное соматическое ядро макронуклеус, которое может быть овальным, палочковидным или, что особенно интересно, четко видным, похожим на бусины. Рядом притаились несколько мелких генеративных ядер, микронуклеусов. За осморегуляцию отвечает одна сократительная вакуоль, состоящая из резервуара и 2 приходящих каналов. Но есть у трубача и суперсила. Позавидовал бы любой супергерой. Мгновенное сокращение. Его клетка пронизана сложнейшей сетью особых мускульных волокон мионем. Тронули его или почувствовал вибрацию, раз – и вместо изящной синей или зеленой трубы перед вами маленький, ничем не примечательный, почти правильный шар. Скорость этой реакции – миллисекунды. Почему же они такие красивые? Многие виды имеют специальные пигменты-гранулы, пузырьки, заполненные красящим веществом, которые находятся под мембраной. Например, голубой трубач обязан своей сияющей сапфирово-синей окраской пигменту синтерину черного или сине-зеленого цвета. А вот трубач полиморфный часто сияет изумрудом. И это цвет не пигмента, а удивительного симбиоза, одна из первых форм сельского хозяйства в живой природе. В его цитоплазме живут сотни крошечных водорослей зоохорелл. Они не просто квартиранты, а стратегические партнеры. Водоросли получают защиту, стабильную среду и углекислый газ, а взамен, используя солнечный свет, производят органические вещества, которыми щедро делятся с хозяинами. Целая микро-мини-ферма с полным циклом прямо внутри тела. Но если наступает долгая голодовка и темнота, что ж, в мире микробов царит прагматизм.
Симбиоз превращается в обед. Трубач просто переваривает своих сожителей, используя их как последний пищевой резерв. Жестко, но эффективно. И вот главный вопрос. Как одна единственная клетка, без мозга, нейронов и любой подобия нервной системы умудряется демонстрировать поведение, которое мы с легкостью назвали бы разумным? Ученые еще в начале 20 века ставили изящные эксперименты. Начали тихонечко доставать трубача. Например, капать рядом струйкой безвредного, но раздражающего пигмента – кармина. Фаза терпения. Сначала он просто отстраняется, отклоняя воронку. Фаза защиты. Продолжая доставать, он резко сокращается. И фаза бегства. Если раздражитель продолжается, происходит нечто удивительное. Через несколько циклов трубач делает осознанно, казалось бы, выбор. Он открепляет свою ножку от субстракта, к которому часто прикрепляется задним концом, активно бьет ресничками и уплывает прочь, в поисках нового спокойного места. Это классическая трехэтапная поведенческая модель – терпеть, защищаться, бежать. И все это без единой нервной клетки, заставляет задуматься о том, что такое память, обучение и принятие решения на фундаментальном домолекулярном уровне. Если вам кажется, что способности трубачей уже за гранью фантастики, держитесь крепче. Их талант к регенерации – это настоящая магия биологии, которая оставляет позади даже самых продвинутых многоклеточных. Все трубачи обладают феноменальной способностью к восстановлению. Можно взять инфузорию и буквально разделить на несколько десятков кусочков. И из каждого кусочка, где сохранилась хотя бы часть микронуклеуса, управляющего центра, всего за несколько часов вырастет новый полноценный, абсолютно идентичный трубач. Это все равно, как если отрезать палец, а из него через день вырос бы полноценный клон человека. Размножаются они, как и многие инфузории, бесполым путем, делятся пополам в продольном направлении, создавая свою генетическую копию. Но периодически, когда нужно освежить генетический код, они устраивают свидания, вступают в половой процесс конъюгацию. Две особи сближаются и обмениваются частями своего генетического материала. Это не слияние, а именно сложный обмен. После него инфузории расходятся, став более генетически адаптированными. Вот такой он, инфузория-трубач. Не просто капля протоплазмы, а сложнейший самодостаточный биохимический город-государства. Он играет важную роль биологического миоратора, очищая воду. По разным данным, род насчитывается от 7 до 20 видов, но каждый из них – чудо инженерной мысли эволюции. Когда в следующий раз увидите обычную лужу, затянутую ряской, знайте, там среди капель воды могут царствовать вот такие удивительные создания. Они не просто обитатели капли воды, а прямые доказательства того, что жизнь невероятно избирательна, сложна и прекрасна даже на самом, казалось бы, простом уровне. Они напоминают нам, что величие часто скрывается в малом. Если это путешествие в микромир было для вас интересным, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Это лучшая поддержка для нашего канала. Обязательно подпишитесь на канал под микроскопом и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые открытия. Ведь впереди нас ждут тихоходки, коловратки и многие звезды микромира. А в комментариях напишите, о каком еще удивительном микроскопическом существе, поразившем вас своим образом жизни, вы хотели бы узнать. Спасибо, что были сегодня с нами. Помните, что самые большие чудеса и самые сложные решения иногда скрываются в самых маленьких и, на первый взгляд, простых вещах. С вами был Виктор и канал под микроскопом. До новых встреч в мире, который меньше нас, но оттого не менее грандиозен. Пока-пока.